мои хорошие, ну что, как вы себя чувствуете после новогодних праздников? Наверняка вы перепробовали все самые вкусные, самые запретные блюда на праздничном столе и переели. Но, как всем известно, переедание – это тяжесть в животе, пару лишних килограмм и ярое желание поскорее их убрать. И первое, что приходит нам на ум, это, конечно же, разгрузочные дни. Что это такое и с чем его едят, польза или вред нашему организму от таких дней, обо всем этом я вам расскажу в сегодняшнем видео. Не каждый из нас способен длительное время придерживаться правила питания. У всех, абсолютно у всех бывают срывы, когда мы позволяем себе какую-то вкусняшечку, любимую пироженку, когда мы постоянно себе в этом отказывали. Даже в новогодние праздники, в различные праздничные застолья мы просто хотим отдохнуть от постоянных ограничений. По мнению диетологов, ограничения вашего рациона на 1-2 дня не приводит к устойчивому избавлению от лишнего веса. В итоге, вернувшись на следующий день к привычному рациону, мы собираем обратно эти лишние килограммы, зачастую с избытком. В любом случае, разгрузочные дни – это уже стресс для вашего организма, который перестраивает ваш обмен веществ. Но даже за один такой день, пусть даже проведенный неправильно, трудно навредить вашему организму. Безусловно, это гораздо легче, чем сидеть на какой-то строгой диете в течение 2 недель. И по сути, разгрузочные дни – это монодиета, когда вы выбираете один продукт, чаще всего это кефир, яблоки или какие-то фрукты, и едите его в течение дня. Ну и по сути, такие дни могут стать какой-то тренировкой к переходу к каждодневному здоровому рациону питания. Но все же, если вы хотите ограничить свое питание на несколько дней, то вы должны знать некоторые правила. Выбирая вариант рациона для разгрузочного дня, нужно обязательно учитывать особенности каждого продукта при разных заболеваниях. Выбирайте продукты для разгрузки с учетом ваших вкусовых пристрастий. Это я сейчас не о пельменях. Вечером до разгрузочного дня не рекомендуется наедаться. То же самое касается на утро после разгрузочного дня. Не набрасывайтесь на еду, как с голодного края, иначе вы рискуете не сбросить вес, а его увеличить. В такой день очень важно пить достаточное количество жидкости. Лучше всего, если это будет зеленый чай и не газированная вода. Это что касается правил к такому виду питания. Но, как видите, в разгрузочных днях есть свои плюсы и минусы. Если говорить обо мне, то, честно говоря, давным-давно я пробовала разгрузочные дни. Это были дни кефирно-яблочные. Я ела яблоки целые, терла их на терке и запивала все кефиром. В итоге на следующий день я возвращалась к своему привычному режиму питания. На тот момент я уже правильно питалась. И я обратно набирала эти килограммы, которые скинула, и которые по сути были просто вода. Сейчас же я поступаю совершенно по-другому. Когда я чувствую, что я переела, позволила себе больше, чем нужно, а такое тоже бывает, я постепенно, медленно и плавно понижаю калорийность своего рациона. Просто-напросто в течение недели, то есть 7 дней, я медленно урезаю свои белки, жиры и углеводы. Примерно это получается где-то 500 калорий. И вот так вот по чуть-чуть у белков, жиров и углеводов я отнимаю эту калорийность. Потом в середине недели я медленно опять возвращаюсь к своему привычному рациону, к привычной калорийности, которой мне следует придерживаться для поддержания своего веса. Вот и все. Мне кажется, это самый простой, самый безопасный и самый эффективный способ, как привести себя в норму после срыва, и никакие разгрузочные дни, мне кажется, здесь не нужны. Так что, ребят, если вы решите провести разгрузочные дни, не ждите похудения на энное количество килограмм. Также вы не должны проводить разгрузочные дни чаще, чем 2 раза в неделю, иначе вы рискуете получить дистрофию мышечной ткани. Проще говоря, ваши ножки, ваши ягодицы, ваш пресс, который вы таким трудом накачивали, все просто начнет сдуваться. Ну, конечно же, ведь такой несбалансированный рацион с недостатком белков, жиров и углеводов, минералов, витаминов в вашем питании просто может привести к потере здоровья. Всегда необходимо помнить, что разгрузочные дни – это всего лишь дополнение к вашему уже здоровому рациону питанию. И насиловать свой организм постоянно, ограничивать его все же не стоит. Ну что ж, у меня на сегодня все. Мне будет очень интересно услышать ваше мнение по поводу разгрузочных дней. Может быть, вы придерживаетесь таких способов восстановления себя после праздников, как вы себя вообще приводите в форму и в норму после таких вот срывов. В общем, напишите свои какие-то эмоции и комментарии в комментариях. Ну а мы с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю правильного питания, здоровья и всем удачных тренировок. Пока-пока!